Привет! Сегодня хочу показать, как я делала коллекцию значков по игре Among Us. Это будет целая сценка из игры. Так как я периодически занимаюсь игровыми проектами в качестве дизайнера, эти персонажи просто покорили меня своей лаконичностью. Тем более жанр игры мне очень близок – аркада с квестами. Также Among Us отдаленно похожа на мафию. В самом начале выбрала понравившихся персонажей. Вы, кстати, можете сделать им и главные уборы, благо их там предостаточно. Решила отрисовать их в векторе в программе Adobe Illustrator, но можно и просто нарисовать на бумаге фломастерами. Персонажи у меня следующие: 3 космонавта и пёсель. Также упрощенная аварийная кнопка. На примере красного хочу показать, как я расслаиваю картинку и делаю отдельные детали, которые потом буду вырезать из фетра. Распечатала картинки, и злостное отсутствие черных чернил напомнило мне, что пора бы уже купить их. Хорошо, хоть цветные еще остались. Так как во всей картинке присутствует контур, черный будет основным цветом и по совместительству подложкой под весь значок. Подбираю цветовые пары, это будет свет и тень объектов. Когда-то давно заказала такой многоцветный набор на AliExpress и очень им довольна. Самое главное, фетр пришел жесткий, и он идеально подходит для значков, пинов и брошей. Чтобы не запутаться во всем многообразии, решаю отрисовать все детали одного персонажа и сразу вырезать их. Подготавливаю копировальную бумагу, с помощью нее буду переводить все элементы на фетр. Начать решила с самого простого, с моего импровизированного элемента Emergency. Процесс заключается в следующем. Кладу фетр, сверху накладываю копировальную бумагу, а поверху укладываю картинку, с которой нужно получить контур. И легкими надавливающими движениями обвожу весь контур. Таким образом отпечатывается нужное изображение на фетре. Собака получилась самой загадочной в плане формы. Теперь, чтобы перевести силуэт космонавтов на черный фетр, нужно сначала вырезать эти силуэты из бумаги, а затем можно взять белую терморучку, белую гельку, обмылок и перевести таким способом рисунок. Моя гелевая ручка почему-то не захотела рисовать на фетре, поэтому я решила вместо нее воспользоваться замазкой. Теперь можно аккуратно вырезать черные силуэты. Чтобы убрать белые следы от замазки, решила окрасить все края черной акриловой краской. К тому же край таким образом становится более жестким и можно легко отрезать лишний ворс с краев деталей. Теперь можно начать собирать чудиков. Клея фетровые элементы на клей Момент Кристалл. Тут пришлось изрядно повозиться, так как клей достаточно быстро высыхает, а из-за того, что носик у тюбика большой, наносить клей сразу на детали оказалось очень неудобным. И поэтому я его выдавила в пластиковую миску
и уже оттуда с помощью подручных инструментов наносила клей на детали. Приклеивать детали стараюсь таким образом, чтобы черный контур был примерно одинаковым во всех частях персонажа. Для значков у меня вот такие основы пины. Они прямо идеально подошли для таких проектов. Их можно закреплять сразу на черном фетре, а после прикрывать цветными слоями, либо можно закрепить с оборотной стороны дополнительным кусочком фетра, прикрыв им серебристую основу. Вот такие смешные человечки получились. Ими можно украсить рюкзак, сумку, толстовку, шапку и шарф. Мне сильно понравилось, как выглядит эта толпа на шапке и шарфе. Необычно и забавно. Похожу пока с ними. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Всем творческих успехов! С вами была Нерианда. До новых встреч! И да пребудет с вами космический экшен!